Всем привет! Вы на канале На велике с бананом, меня зовут Игорь, и сегодняшнее видео для тех, кто считает, что он умеет все делать лучше всех, у кого руки растут из плеч, и кто не хочет платить велосервисам ни за что, то есть для таких же, как я. Сегодня я вам расскажу о своем топе велоинструмента, который нужен для домашнего ремонта велосипеда и который с вероятностью 80% пригодится вам, если вы чините свой велик сами. Давайте начнем. Первое. Набор шестигранников. Это то, без чего на сегодняшний день не обходится ни один ремонт велосипедов. Вот вообще ни один. Даже сиденье не поднять без шестигранников в современном велосипеде. Практически не бывает болтов под крестовидную отвертку или под простую. Иногда бывают звездочки, но это редкость. Поэтому покупаем вот такой набор шестигранников. Размеры от 1,5 до 10, самый большой. И стараемся не экономить на качестве вашего инструмента. Потому что дешевые шестигранники могут как сорвать свои грани, так и испортить ваши болты. Хотя вот этот набор я купил на сайте что-то наподобие Алиэкспресса и уже столько им болтов перекрутил, а с ним все в порядке. Так что смотрите сами. Покупайте шестигранники обязательно вот с такой головкой на конце с одной стороны. Для чего это надо? Для того, чтобы вы могли подлезть шестигранником в болту под углом. Но помните, что закручивать, затягивать болты силой этой стороной лучше не стоит. Зажимайте короткой стороной, иначе можете сломать свой ключ. Бывают еще профессиональные шестигранники, но поверьте, вам такое не надо. Да и не везде им подлезешь в велосипеде, только деньги зря потратите. Второе. Тут я сразу объединю три инструмента в один пункт. Это клещи для размыкания замков цепи, это выжимка пинов и это измеритель растяжения цепи. Если вы уже дошли до ремонта велика, то на цепи у вас точно стоит замок, и снять его без специальных клещей практически нереально. Также такой ключ поможет и закрыть замок, хотя это можно сделать просто рывком педали или растяжением цепи вручную. Выжимка пинов цепи. Так как вы уже заядлый велосипедист, то вы будете много ездить и периодически менять свою цепь. И такое бывает, когда покупаешь новую цепь, она бывает немножко длиннее на несколько пинов, чем ваша старая. И ее надо укоротить. Поэтому обязательно делать это выжимкой. Можно, конечно, сделать с помощью молотка и гвоздя, но поверьте, вам это не надо. А чтобы определить, когда же вам надо менять цепь, вам нужен вот такой измеритель растяжения цепи. Он может быть немножко другой, они разные есть, тут с подвижными частями, более точный. Это самый простой вариант. С самой большой погрешностью, я бы сказал, но он тоже вам поможет понять, когда же менять цепь. А менять ее надо, когда она растянулась на 75%. Если вы не поменяете при таком растяжении цепь, то дальше начнет уничтожаться ваша кассета. И поставив новую цепь на старую кассету, вы просто не сможете ехать, потому что ваши педали будут так проскакивать все время, и вы просто будете стоять, грубо говоря, на месте. Поэтому меняйте цепь вовремя. 3. Вам нужны будут вот такие вот ключи, обычные рожковые или накидные. Лучше и то совмещать. Для чего это надо? Такие ключи часто используются, допустим, ключ на 15 используется, чтобы открутить и закрутить педали. Ключи на 14, на 16, на 17 могут использоваться для откручивания колес в более старых велосипедах. Допустим, у моей дочки как раз такой велосипед простой, и там надо откручивать ключом на 17. Вот. Еще, если вы соберетесь смазывать, перебирать свои втулки, там, где есть насыпные подшипники, там специально есть конуса с очень узким местом для ключа, поэтому вам нужны будут вот такие вот ключи. Ну, вот у меня, допустим, есть 14, 15, 16, 17, 18, 13, для того, чтобы зажать эти конуса. Так как конус, он не должен быть плотно зажат подшипником, просто так взять его закрутить нельзя, а с помощью контргайки вы должны его зафиксировать на одном месте. Поэтому одним ключом вы держите конус, а вторым ключом вы зажимаете контргайку. Таким образом вы сможете перебрать свою втулку самостоятельно. 4. Мы с вами определились, что вы уже классный велосипедист, который много ездит, и поэтому, как бы вы ни старались, но рано или поздно вам придется заменить кассету.
Да, кстати, о кассетах. Бывают кассеты, а бывают трещотки. Они отличаются между собой, и для них нужен немножко разный ключ. Смотрите, вот два ключа. Вот этот ключ для кассеты, он более короткий. Вот этот ключ для трещотки, он более длинный. Когда вы будете откручивать свою кассету, она будет крутиться против часовой стрелки свободно, и вы не сможете просто ее открутить. Для этого вам надо будет либо взять тряпку и рукой сильно-сильно зажать кассету, чтобы она не крутилась, и уже откручивать ключом гайку, либо иметь вот такой хлыст. Видите, с цепью вы одеваете его на кассету, держите, чтобы она не крутилась, а второй рукой откручиваете кассету, откручиваете гайку кассеты и ее снимаете. Также вам понадобится вот такой вороток, чтобы его вставить в ключ для трещотки или ключ для кассеты и открутить гайку или трещотку. Однако есть на некоторых ключах есть такие грани для большого рожкового ключа, и вы сможете в принципе и им открутить поэтому вороток. Как бы это просто удобно, а если у вас его не будет, то ничего страшного. 5. Инструменты для бортировки колес, а именно вот такие вот пластиковые лопатки. Для чего они нужны? Для того, чтобы аккуратно снять покрышку в случае, если вы пробили колесо, либо в случае, если вам надо заменить, допустим, покрышку, либо хотите камеру поменять на другую с другим ниппелем, поэтому нужны такие лопатки. Никогда не снимайте покрышки с помощью отверток или чего-то железного, потому что вы поцарапаете обод и можете пробить свою камеру, и придется потом покупать новую, потому что пробив ее отверткой, заклеить уже навряд ли получится. А когда вы поменяли, заклеили свою камеру, вам нужен обязательно насос. Это может быть какой-то такой ручной небольшой насос. У меня, к примеру, есть насос дорожный. Я его всегда с собой беру в дорогу, чтобы накачать колеса. Но им на самом деле неудобно качать, если надо прям полностью колесо накачать. Поэтому не так давно я купил себе вот такой шикарный большой насос с манометром. И я теперь могу четко накачивать колеса до определенного давления. Отдельно я запишу видео про то, как надо качать колеса, до какого давления. Поэтому это потом смотрите. А сейчас вот такой насос, я его даже вожу в машине, чтобы накачать колеса в машине. И напоследок, вам также пригодятся и обычные инструменты, которые вы используете в быту. У меня есть отдельный для этого чемоданчик. Это такие перчатки, которые вам, кстати, да, тоже будут нужны. Какие-то плоскогубцы, какие-то отвертки разные, простые, крестовидные, тонкие отвертки, маленькие, шило иногда может пригодиться, кусачки и так далее. То есть все уже под конкретную ситуацию, под конкретный запрос. Поэтому такой инструмент тоже иногда нужен. И еще, не старайтесь купить весь инструмент сразу. К примеру, продаются такие готовые наборы, где там 40-50 элементов может быть, разных ключей под разные случаи жизни. Но я отказался от покупки такого набора. Почему? Потому что, во-первых, он довольно дорогой сразу в покупке. Далеко не все ключи вам будут нужны. И в-третьих, там часто низкое качество. А наборы высокого качества стоят прям очень хорошо. Что же делать? В такой ситуации я просто покупаю при необходимости. Я знаю, допустим, мне надо починить каретку, либо починить что-то. Я иду и покупаю в магазин нужные мне ключи. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, я покупаю то, что мне надо, и я могу купить более дорогие ключи, потому что это дешевле их купить там несколько штук, чем сразу огромный набор. Поэтому собирайте свой велочемоданчик потихоньку, по мере того, как вам необходимо что-то ремонтировать. Даже из этого набора, который я вам сегодня рассказал, не обязательно прям сразу все покупать. Вот так. Вот еще, что вам действительно может пригодиться, это сервисная стойка для ремонта вашего велосипеда. Смотрите, какая она классная. Это вот такой вот агрегатище в сложенном состоянии. И когда раскладывается она, на нее очень удобно, просто мега удобно повесить в свой велосипед и спокойно его ремонтировать. И я скажу так, что
Не обязательно это должен быть какой-то глобальный, сложный ремонт со съемом колес, там, разбором каретки и так далее. Достаточно просто даже смазывание цепи или чистки цепи, поверьте, это в разы удобнее. Вот эта стойка, это самая простая, и мне она обошлась примерно в $70. Ну, согласитесь, это стоит того, чтобы не гнуть свою спину к цепи и не портить свое здоровье, а спокойно стоять и наслаждаться ремонтом. Классно же! На этом все. Пишите в комментариях, как вы ремонтируете свои велосипеды, какие вы используете ключи, какие вы не используете ключи, что вы думаете насчет моего набора. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.